Здравствуйте, дорогие друзья. Блин, последнее видео с шаветкой, конечно, да. Ну и по содержанию там было, конечно, прикольно, необычно, но больше всего мне понравились комментарии, из которых я очень много вынес. Первое, основное, Баян по поводу бритья опаской или шаветкой плашмя жив и никуда не ушел, несмотря на то, что опытные парни, которые уже и Крым, и Рым в этом бритье прошли, пытаются его развенчать, тем не менее он почему-то все еще живет. Следующее, гель, как недоделанная работа. Кто-то из вас пытался потом найти, не нашел, вышел, сказал: Вадим, ты неправильно бутерброд ешь, надо колбасой на язык ложить. Оказывается, я допустил точно такую же ошибку, как допускают многие девчонки. Они берут этот гель, наносят куда им там надо, и все, и бреются. А парень поправил, говорит: это неверно, нанес, надо его легко вспенить, вот после этого им пользоваться. Не люблю недоделанных дел. Поэтому после последнего видео вообще хотел перейти на что-то, знаете, такое спокойное, что просто душа отдохнула, что уже проверенное, но все-таки недоделанное, вот это с гелем, побудило на то, что он сейчас опять будет в обзоре. Ну и, ребят, лишний раз убедился, что не зря все эти видео, потому что с каждым разом все больше людей, которые приходят и говорят: ребята, я уже месяц, два, три, полгода с вами. Пришел, посмотрел, и все, и я с вами, и остался. Вот, пацаны, вот заради этого мы с вами тут и кутузимся, и контузимся. Я видео леплю, а вы своим опытом в комментариях делитесь. Ребят, прям респект и уважуха. Спасибо нам всем. Так, ладно, вы пока на крупный план, а я что, начинаю все уже работать. Прошел испытание последний шампунь для мужчин, который любезно предоставила Абасная бритва РФ Lock, Stock and Barrel. Ребята, моют отлично, но запах. Если моются, ну, таких шампуней, которые хорошо моют, полно, но вот с таким запахом, ребята, это да, очень понравился. За упаковку я уже говорил, такое удобно брать дорогу. Мне такого баллона на пару раз хватает. Ну, больше чем на 3 я бы его, наверное, не растянул. Сколько стоит, не смотрел, но ребята посмотрели и выпали в осадок. Судя по всему, недешево. Но штука прикольная и запах очень понравился. Кто-то из вас спросил: Вадим, как ты ухаживаешь за кожей лица? Ну, кроме вот этой штуки больше ничего не использую, ребят. Вот то, что вот Опасная бритва подогнала, вот этот скрабинг Exploding Cream от DR Harris. Каждые 2-3 дня наношу его, и он очень сильно мне помогает. Убирает всю дребедень, всю гадость с носа, с околоносной вот этой территории. И очень нравится. Еще не даю ему спать до 3-4 часов утра. Бужу его где-то в 9-10 утра и на работу. Ну, сова. Там рендер еще плюс то, все, 5-10. Вот больше никак не ухаживаю, только так. Сегодня, хлопцы, по вашему настоянию будет станочек. Прогресс Long Merkur. Кто забыл, напомню, это двухсоставной станок. Здесь вот эта вот ручка выкручивается, снимаем верхушечку. Вот так он выглядит изнутри. Ну, слышал я, помню, что у меня там за лезвие гоняли. Виктор, что ты подсел на одно и то же, давай нам что-нибудь другое. Вот что-нибудь другое сегодня будет. Ладос. Смотрите. Вот так вот оно выглядит без упаковки. Наклеек никаких не было, ничего не было. Ставим и собираем. Собираем, напоминаю, здесь треугольничек, здесь насечка, совмещаем, закручиваем. Станок с регулировкой от 1 до 5. Здесь вот посередине, вот видите, вот эта вот бубышечка есть. Вот напротив нее что-то там мы вставляем. Видите, у меня в полном закрученном состоянии получается до 5. Начинаю регулировать, получается первый плюс, потом единица, и пошло. С рапирой Platinum обычно у меня где-то было на 2, на 3. Как здесь? Да давайте, наверное, вот с 4 начнем и посмотрим, что будет. Вылет лезвия. Все хорошо, все в порядке. За гель вы уже знаете по предыдущему обзору. Выглядит он вот так.
Открывается он вот так, выдавливается он вот так. Выглядит он вот так. Да прозрачно, что говорить. Автошейвом сегодня будет работать, ребята, недорогая линейка, которую нам наш омский меценат подогнал. Он мотается по Европам, ну и собирает там вещи там за 5, 10, 15 евро, такие недорогие. Вот благодаря ему сегодня я смогу показать автошейв Патрич, или как, Патрик. Прочитайте, поправьте в комментариях, ребята, Classic автошейв. Ну, у него все недорогое, не думаю, что этот дорогой. Что он из себя представляет, сегодня узнаем. Coswell, какая-то компания такая. Вот и все. Пошли бриться. Компресс. Так, ну давайте попробуем по фэншую поработать с этим гелем. Это у нас где-то примерно сантиметр. Пена-то где? Не вижу я, ребят, никакой пены. Я на самом деле думаю, что это девчонкам по кайфу. Вот это вот. Мужикам действительно подавай, чтобы видно было, где ты провел станком, где ты провел шаветкой. Не, ну понятно, любовь зла, полюбишь и козла. То есть тут как бы придется этим побреемся. Но факт остается фактом. Нам подавай пену, а вот это мне кажется, для девчонок-то было, да. Тем более пахнет хорошо. Так, нет никакой пены, ребят. И не стремится он ее дать. Поэтому начинаем так. Как выставил на 4-ю позицию, так на 4-й позиции. Видно, да? Так он на 4-й позиции остался. Ну, Ладос, покажи, что могешь. Ну, уверенный такой прием щетины. Пытаюсь представить, что бы было, если бы это была шаветка. Ну, парни, вы знаете, нормальное скольжение. Нормальное, и нет того ощущения, что ведешь просто тупо по коже. Нет. На второй раз не остается ничего. Вот сейчас вот по второму разу. Не, ну подшкрябать я бы, конечно, что-то подшкрябал. А так вот, знаете, подобрать. А еще раз проходить без этого, не, я бы не стал. То есть тут как-то все-таки, ну, остается, но не так много, как хотелось бы. Мочить лицо не буду, сейчас нанесу еще. Осталось от предыдущего раза, плюс отсутствие щетины. Сейчас уже гораздо меньше пришлось его накладывать, чем в первый раз.
Но тут в полный рост встает вопрос о том, что не видно, где вести. Первый раз можно было ориентироваться по щетине, сейчас уже ориентиры потеряны. То есть ваша мышечная память и осознание того, что вы уже сделали, что надо делать, вот это только и поможет. Эпидермис не протестует, нормально. Так, чуть-чуть смочим. Ух, вот такую каплю выдавил. На ней остановимся. Чувствую, сейчас по всему лицу разойдется. Так, а ну давайте-ка на добривку попробуем на 4-ю поставить. Ой, на 3-ю, на 3-ю. Да, поинтересней. Ну, знаете, на удивление неплохо. Вот и все. Блин, как-то необычно быстро получилось. Ну все, автошейф. Сейчас пока воду менял для компресса в раковине, ее мыл. Еще раз пробежался вот этим скрабом от Диархарис. Ребят, все-таки какая классная штука. Мало того, что он полностью всю работу делает, и кожа как-то, знаете, лучше, реально лучше. Теряет тот дурацкий запах, который иногда по жаре бывает. Вот нам жарко, он все это генерирует, вот, ой, гадость такая. А вот после этого эта гадость исчезает. Вот, молодцы, Диар, просто молодцы. Компресс. Фух. Нормально. Как-то непривычно. Обычно берешь салфетку и пену убираешь, а тут желание убрать есть, а убирать нечего. Вот и прям
непонятка. Ну, это сейчас устаканится. В заключительном слове я про гель скажу. Но не жалею, что я сегодня его взял. Потому что если бы я этого не сделал, я потом бы ходил бы и сам себе червячок бы там точил. Ну, что-то, ну как, ну не по-пацански. Надо было вот начал, закончи. А вот сейчас вот уже все. Сейчас устаканится. Так, ну что, Патрик или как тебя там? Ух ты, ё! Ребята, дозатор. Наш шипор отдыхает или где-то рядом, потому что чуть-чуть-то прощелкаете, выльется махом. Ну вот у меня сейчас махом-то и вылилось. Ох! Ой, этот, господи боже мой, алкогольный, о, но не сильно алкогольный, не. Так, в пределах разумного. Достаточно приятный. Какой-то молодежно-летний, такой, ну, с бутылки лучше не нюхать, там сразу вот эти все спиртовые ноты так и прут, а здесь какие-то уже тона-полутона начинают появляться, и они нравятся. Вы знаете, вот похоже на какую-то классику. Но опять же, я этот одеколон впервые в жизни вижу, и назвать его классическим язык не поворачивается. А вот по запаху, знаете, что-то такое вот привычное, летнее, удобное, хорошее, барбершаповское, привычное, не отторгающее, интересное. Вот как так? Вот первый раз вижу, а вот он... Ты смотри, бляха-муха, он сразу же к себе располагает, да? Ну, интересная штука. Скажу так, если вы по Европам шляться будете, ребят, посмотрите, сколько он стоит, если где-то в пределах, там, ну, я не знаю, до 10 евро, не пожалеете. Классная штука. Я так вот имхую, что если это то, что я думаю, то где-то будет в пределах, может быть, 3-5, ну, максимум 6 евро. И хорошая штука, хорошая штука. И запах такой. Он не резкий, но явственно выраженный. Вот хотел бы сказать, что здесь есть какие-то деревянные ноты, но нет. Отголосок деревянных есть. Мох и рядом не проходил. Я бы его сразу учуял. Я люблю мох. Ни дуба, ничего такого, но какой-то, знаете, не сандал. Знаете, вот шлейф сандала, что-то вот такое. Но он еще чем-то разбулыжен, и разбулыжен не в смысле в худшую сторону, разбулыжен с целью создания композиции, эта композиция удалась. Интересный, хороший запах, прям понравился. На руках я его уже не чувствую, на лице его практически тоже нет, значит впитывается. Вот эта вот кишкотня поработала. Никакой жиристости, никакой пористости. Я вот, ну нормальный мужик, что вот какой должен быть. А не вот эти все с бахромой, знаете, жирное такое, коснешься, а потом тебя от пальца воняет. Нет, вот хорошая штука. По гелю. Ребят, как я теперь уже знаю, он недорогой. Там что-то 700-750 рублей. Для бритья он вполне годен. Бриться он вам позволит. Что с ним неудобно? С ним неудобно, что действительно полная дезориентация во время бритья. То есть, если первый проход вам еще будет давать какие-то ориентиры, что вот здесь ты побрился, здесь не побрился, потому что вы по щетине это будете видеть, второй, третий проход, это будет для вас такой, знаете, легкий ребус. И будете сказать, так, блин, а я здесь тоже, вот давай еще раз. То есть, вот он поможет вам память натренировать, где вы брились, где не брились. Мое личное мнение, я, конечно же, сдурил, что я на шаветку залез вот с этой штукой. Но после того, как я гипсовую пену уперся шаветкой, мне интересно было, как вот здесь вот он пойдет, и мне почему-то казалось, что это будет здорово. А нет, ребята, здорово не оказалось. Я понимаю, что для тех, кто с шаветкой не первый день, не первый год дружит, им пофигу, там алибастер, не алибастер, у него моторика наработана, он вжик, и все, у него хорошо. Я искал выход попроще, не нашел. А вот что касается вообще для бритья,
Гель годный. Я думаю, что если вы возьмете в качестве получения какого-то опыта, вы не пожалеете, потому что любимая у вас его подрежет с удовольствием. Девчонки это не те люди, которые по одному и тому же месту елозят там один вдоль, другой поперек, потом по диагонали, потом еще так. Нет. Насколько я знаю, у них все это делается один, ну максимум в 2 прохода. И вот для них вот это будет, да, самое оно взяла, нанесла, ух, и все. Вот это вот, мне кажется, девчачий вариант. Вот такой, вы знаете. Хорошая, нормальная штука, не мое, для девчонок. Очень сильно подозреваю, процентов на 95, что он подошел бы прям на ура. А все свои качества, которые там номинируют, да, он ими обладает. С ним можно великолепно побриться. Скольжение станка, ну, не стал бы говорить 5, потому что я привык, вот в подкорке сидит пена, станок скольжения, а здесь гель, станок скольжения. Я вот эту вот схему еще сильно-то поломать не могу. Вероятно, из-за своей консервативности вот в этом направлении я и не могу сказать, что скольжение 5, хотя на самом деле скольжение-то хорошее. И вот не будь я такой зашоренный, я вполне смог сказать без скольжения 5. А вот тут сейчас что-то вот язык не поворачивается. Если бы это было не так, посмотрите на мое лицо. Я бы сейчас разнес все. Да, у меня все в порядке, у меня все хорошо. Камешек не понадобился. Автошейф даже вот после того, как мы пробежали, никакого отторжения и крика, писка, визга. А, ты что, на израненный алкоголь? Нет, все нормально, все хорошо. Ничего не израненное. Все в порядке, все на месте. Знаете, кому еще, вероятно, бы он зашел? Тем людям, которые не любят с пеной заморачиваться. Вот это вот все там, что-то там, тарам-дарам-дарам. Кто-то берет пену из баллона, кто-то берет и просто гелем, так, вот обычные гели, как вот знаете, из баллончиков. А кому-то бы и вот этот подошел. Так что вот, да, имеет право на существование, да, имеет место быть. Но, блин, я ретроград в этом плане, мне бы точно, мне пенку подавай, пенку я люблю, да. Ну, за эту штуку говорить не буду, это пятак всегда, я вот сейчас вот остановился на этих скраббингах, и мне сейчас другой нафиг не нужен. Лезвия удивили, понравились. Не скажу сейчас, что вот это, они лучше того, хуже того. Вот сейчас пока вот могу сказать, что на прогрессе лонги на 4-й позиции, на 3-й в том числе, они зарекомендовали себя, ну, достаточно неплохо. Если бы вместо станка они стояли в шаветке, и я вот с такими же бы ощущениями проходил, я бы, пожалуй, второй раз на шаветку-то бы их не поставил. Потому что на станке, знаете, задиров не было, а вот все-таки, знаете, какой-то вот такой, ну вот как блин, как без рессор едешь, как на спортивной машине, о. То есть вот ты вроде несешься, а все, 5-я точка-то все кочки считает. А на нормальной подрессоренной такой, знаете, на диване и на колесах ты едешь, так и перекатываешься. Вот это мне давало рапира Platinum. А здесь вот спортивный вариант. И бреет, и отторжения не вызывает, и раздражения никакого нет. А вот все-таки что-то там какое-то вот такое есть, что вот оно с каждой волосинкой здоровается. Здрасте, здрасте. Можно я вас? О, да, конечно. Тынь-тынь-тынь. И вот все волосинки пока здрасте не скажут, ты сидишь. Да, мама, ты уже брей наконец. Вот какое-то вот такое ощущение. Может, я как-то невнятно, как-то сумбурно все это. Но вот, возможно, в других позициях надо попробовать еще. Но вообще лезвие зачетное. Вот, смотрите. Вообще хорошо, вообще здорово. А за этого красавца, что говорить? Вы все его прекрасно знаете. Он как был в авторитете, так его авторитет и не пошатнулся. Очень много людей, которые, скажем так, до сих пор ему не изменили. Очень много людей, у которых он был переходной ступенью к Роквеллу. Очень много людей, у которых он был переходной ступенью к АТТшкам, к Айконам и прочим. То есть это тот станок, без которого бритье уже никогда не обойдется. Вот сколько есть бритье, вот столько будет прогресс Меркур Лонг. Меркур прогресс Лонг. Лонг, Меркур прогресс. Блин, ну 3 слова, составляй как хочешь, получится все равно вот этот вот станок. Классная зачетная штука, новички. Если Роквелл для вас дорого, ну что, вот что. 5 позиций, если плюс еще считать все 10 или 12 даже. Так что станок-то годный, на самом деле реально годный. Автошейф. Автошейф, блин, какой-то рубаха парень. Такой пришел, здорово, корефан. Ты какой тебе корефан? Я говорю, да не ссы, нормально все это. О, как так? Понять не могу. То есть и... О,
А вот сейчас какая-то деревянная нотка-то проскочила. Точно, вот сейчас дерево поперло. И хорошее дерево такое, знаете, мореное такое, ух, такое прям. Ой-ой-ой. Ой, на рендер пойду сейчас еще к девочке своей, там, чтобы она заценила, свою оценку поставила. Aftershave 5. Со своей задачей справился, на лице ничего нет. От сильного отторжения вызывать не будет, потому что, несмотря на то, что там есть алкоголь, но его там немерено, вернее, не немерено, как в шипре в том же самом. Скорее всего, там вангую, что 30-40%, а может быть даже еще и меньше. Внешний вид у него вполне себе зачетный. Крышка удобная, не на все обороты, а на 3/4, скорее всего. Единственное, что дыра там слишком большая, и каждый раз, когда вы им будете пользоваться, вам нужно будет себя контролировать. Потому что пол ведра вылез с него, как 2 пальца об асфальт. А все остальное, парни, хорошая зачетная штука. А особенно учитывая его стоимость, если он попадет в 3-6 баксов, ну, евро, как говорят там, а почему бы нет? Вполне себе вариант. Все, хлопцы, отдал я долг, разобрался с этой штукой. На следующий раз уже пойдет все нормально, с пенкой, со всеми делами. И, конечно же, покажу Сашкин помазок, который так и просится. Выпусти меня на волю, дай мне поработать, себя показать, ну и на людей посмотреть. Пока-пока, с вами был я, Вадим. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч.